Трамп хочет наградить Путина украинскими территориями, в Тбилиси мощный взрыв в тире, а ВСУ готовятся к наступлению россиян. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия и Украина не готовы к затяжной войне, но капитулировать тоже не готовы. Что касается войны на истощение, это поднимает вопрос о том, что каждая сторона получит от ведения такого рода войны. Зеленский обратился к Лукашенко и рассказал, що ждет його вояк, якщо пойдуть в наступлення. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, скажімо так, також повинні знати. Секретный план Трампа слили в сеть. Что ждет США и Украину, если республиканец победит на президентских выборах? Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Трамп собирается распоряжаться украинскими территориями. Если он победит на выборах в США, то создаст условия и давление на Украину для того, чтобы Киев отдал Путину Крым и Донбасс. О секретном плане республиканца пишет Вашингтон-Пост. Авторы издания, которые пообщались с источниками, близкими к Трампу, говорят, что они узнали о его намерениях в частной беседе. А некоторые даже пытаются отговорить его от подобного сценария развития событий. Иначе подарок в виде украинских территорий станет вознаграждением для военного преступника Кремля и расширит его диктатуру. Напомню, что в предвыборной гонке Трамп действительно уже неоднократно говорил, что якобы сможет завершить войну между РФ и Украиной всего за 24 часа. Зеленский уже тоже несколько раз приглашал 45-го президента США в Киев, однако тот пока что не осмелился приехать и прочувствовать на себе российские обстрелы. За океаном, судя по всему, чувствует себя безопаснее. В течение 2 месяцев Россия пойдет в новое наступление. Это произойдет на востоке Украины. Киеву известны планы оккупантов, о них говорит глава украинской разведки Буданов. Наступать оккупанты будут в сторону Часового Яра, где уже сейчас непростая ситуация, и в сторону Покровска. До этого наступления особых изменений на фронте не должно произойти. Буданов называет ситуацию сложной, но контролируемой. Если же у Киева не будет постоянной поддержки со стороны партнеров, то будет катастрофически трудно, опять же прогнозирует Буданов. Ракеты «Таурус», которые по-прежнему боится передать Шольц, могли бы значительно помочь ВСУ. Они бы полетели в командные пункты оккупантов или же другие важные объекты россиян, напоминает украинская разведка. Что касается войны на истощение, это поднимает вопрос о том, что каждая сторона получит от ведения такого рода войны. Есть ситуации, которые называют пировой победой. Рассчитать, кто победит, довольно сложно. Есть много факторов, которые влияют на это, начиная с политических аспектов в разных странах. Все это коснется и России, и нас. И, наконец, это те факторы, которые мы перечисляли. Промышленно-экономический потенциал, финансовый потенциал, наличие человеческого потенциала, технологий, материалов, из которых можно сделать оружие и так далее. Но я еще раз говорю, не нужно играть в эту игру. Последствия могут быть весьма непредсказуемыми для всех, в том числе и для Российской Федерации. Они также не хотят вступать в эту долгую войну. Украина стала испытательным полигоном для КНДР. Северная Корея активно следит за тем, как Россия использует ее баллистические ракеты, атакуя украинские города. И такие знания помогут Пхеньяну выявить минусы своего вооружения, как итог улучшить его. Об этом пишет Bloomberg. Авторы издания приводят слова командующего Тихоокеанской армией США Чарльза Флина, который и заявил о редком и уникальном шансе, который получила КНДР благодаря московскому режиму. В этой ситуации Соединенные Штаты, по словам Флина, просто следят за развитием событий. Напомню, что в Вашингтоне неоднократно говорили, что сотрудничество Северной Кореи и России набирает обороты. КНДР продолжает поставлять оккупантам оружие. За последние полгода американская разведка насчитала 10 тысяч контейнеров, которые были отправлены в РФ.
В Беларуси приземлились 4 российских вертолета Ми-35М. Эта партия предназначается для военного ведомства Лукашенко. На каком именно аэродроме они совершили посадку, не ясно, но перед этим преодолели путь в 2000 километров. У Лукашенко пугают, что уже совсем скоро эти вертолеты заступят на боевое дежурство. Тем временем Зеленский отправил Минску предупредительный месседж. Те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, скажімо так, також повинні знати, так, тут є рубежі. Так, тут будуть 3 потужні лінії оборони. І тут є військо. Вони повинні це знати. І те, що тут є там і зуби дракона, і протитанкові рви, все це потрібно знати, і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, скажімо відверто, але тим не менш і скривати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщина, має знати, що тут потужний захист. Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сегодня планов, загроз и потужностей. Буквально на днях Лукашенко, как вы помните, подписал закон, согласно которому в Беларуси будут рассылать СМС-повестки призыва в вооруженные силы. И явка в военкомат после получения такого месседжа будет обязательной. Все законодательство Республики Беларусь подготовлено к ситуации объявления военного положения в стране. Это и указ о работе государственных органов учреждений в период военного времени, это закон о народном ополчении, это изменение в закон о воинской повинности, это СМС-оповещение по мобилизации, это и право военным стрелять в гражданских лиц и не нести за это ответственность. Это и смертная казнь за измену Родине, а правильно говорить, измену Лукашенко для военнослужащих и так далее, и так далее. То есть огромный объем нормотворческих документов. Второе. Ресурсы. 29% увеличено в этом году расходы на оборону. Закупается новое вооружение. С-300, С-400, Искандеры. Проводится боевое слаживание, учения, проверка боевой готовности. Сейчас, как вы правильно сказали, проходят масштабные учения, в том числе и народное ополчение, которое задействуется только в период военного положения. Кстати, Лукашенко не хочет войны. Я думаю, мы можем тоже это утверждать, но он не сможет ее избежать, если поступит приказ из Кремля. Финляндия сделала правильное решение, что закрыла границу с РФ и не собирается ее открывать. Если бы КПП были открыты, то наплыв мигрантов из России был бы неизбежен. Президент Финляндии Александр Стуб считает, что правительство предотвратило напряжение. Сейчас же Стуб ожидает утверждения в парламенте закона о пограничной процедуре. Согласно проекту, рассмотрение заявлений о предоставлении убежища будет ускорено, а заявитель весь срок обработки такого прошения должен оставаться близ границы, то есть ему запрещено перемещение по стране. Финский президент считает, что это вполне нормальная ситуация, учитывая то, что мигрантов часто используют для дестабилизации. Это одна из тактик Путина. Решение сохранить восточную границу закрытой – правильное решение. Первое – это то, что Россия, Путин использует людей как инструмент, орудие в войне, что безжалостно, цинично и коренным образом неправильно. Уже задействовано много людей из Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии, примерно 1300-1500 человек. Вторая сторона вопроса – страх России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию. Израиль вывел свои войска из сектора Газа, правда, на данный момент только из города Хан-Юнис. Военная миссия там завершена, а солдаты отправлены на восстановление сил и подготовку к новым операциям. Об этом сообщает Сахал. Вывод войск из этого Хан-Юниса, который считался важной базой Хамас, произошел в воскресенье 7 апреля, спустя 6 месяцев, как террористы напали на Израиль в октябре 2023 года. В воскресенье по обе стороны баррикад и в Израиле, и в секторе Газа вспоминали и жертв террористов, и тех, кто погиб от ответных атак Израиля. В Германии, кстати, призвали террористов капитулировать. 6 месяцев назад был черный день. Террористы Хамас вторглись в Израиль.
Они издевались, насиловали и убивали невинных детей, женщин и мужчин самым жестоким образом из-за ненависти к евреям и из-за ненависти ко всем людям, живущим в Израиле. Террористы до сих пор удерживают в плену более 100 заложников. Своим террором Хамас принес войну и бесконечное страдание израильтянам и палестинцам. Они должны положить конец этим страданиям, немедленно освободить заложников и сложить оружие. Ну а в Израиле в эти дни подвели итоги полугодовой войны. Результаты Нетаньяху назвал неплохими и говорит, что Цахал близок к победе. Достижения войны велики. Мы уничтожили 19 из 24 батальонов Хамаса, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов Хамаса. Мы очистили больницу Шифу, а также многие другие террористические штабы. Мы разрушили заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжаем систематически разрушать подполье. Мы в одном шаге от победы. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.